Всем привет, друзья мои! Очередная серия Ведьмака. Предыдущая серия была нереально крутой, нереально интересной. Что же будет в этой серии? Как всегда узнаете. Сразу проставляйте лайк, подписывайтесь, ребята, на канал. Моя вторая уже серия по Ведьмаку в виде летсплейщика, потому что это вы не сможете увидеть ни на стримах, нигде, эксклюзив. Стараюсь. Мне очень нравится пока что. Вроде как все даже получается самому с собой разговаривать без чата, без ничего. Но довольно интересно. Все, ребята, чайковский, кофейковский с вас. Поехали! Так, ребята, с 34-32 левела начинается аттракцион в виде линии квестов по кровь и вино дополнению и по каменным сердцам. Напомню, кровь и вино я проходил частично, очень-очень-очень-очень-очень давно. Каменные сердца мы не проходили, вообще понятия не имею, что там. Поговорить с Эмгыром, ребят, нам остался на самом деле с вами последний квест перед тем, как мы пойдем с вами на остров Туманов и заберем нашу прекрасную Цири. Ну что ж, давайте стартанем. Он у нас в Изиме находится. Кстати, почему бы не добить квесты, кстати? А ну-ка... А почему бы сразу же их не размотать? Пока мы на Скеллиге, на самом-то деле это же все рядом. Одного я вижу. Второй, в принципе, тоже рядом. Вообще все рядом. Давайте сразу их накажем, девочек, просто, и все. Кто мешает? Тем более Гвинт, ребят, всем полюбился. И партеечку сыграть, это я люблю. Эх, Гвинтик, ай, ну давай, да, ай, ну, как говорится, увидел, да. Так, я здесь не срежу. Я понял, не срежу. Кто же это у нас такой? Сьюсты. Сьюст. По-любому какой-нибудь, наверное, обычный работяга или еще кто-то. Ты ведьмак, верно? Я ведьмак, верно. Я ведьмак стал. Ты мне эти тряпки вместе подшивал. Хороший материал, только Портной. Привет. Здорово. море с утра спокойное. Бля, Будто какой. боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной? Надо думать, единственный на островах. Рожа шире плеч. Ля какой. Так, а причем портной можете меня подстричь? Ну хотя, тупой вопрос. Кстати, что у портного есть? И правильно. У меня чего попало не увидишь. Давай посмотрим. Ну я понял, какого это формата. Товарищ. Вы знаете, давайте-ка я сразу ему скину то, что мне не шибко нужно. Давайте, ребят, я просто останусь на своем сете и все. Вот, правда, не хочу менять оружие, ребят. Хочу просто с сетом от начала до конца пройти всю игру. Сет Котофея, я имею в виду, мой который. Так, и давайте-ка мы ему продадим всякие шкуры, всякой вот этой вот белибердистики. Больно у меня много собирается. Какие-то черепа, елки, шишки, прочая херня. Откуда шкур столько? Кто-то явно наворовал много. Это он про тебя. Это не про меня. Про тебя, про тебя. Угу. Так. Грабли, лестницы. Лисья шкура. Почему она как уши зайца выглядит? 56. Ценная окаменелость. Не такая уж она и ценная. Эти вилки, ложки. Откуда я все это спер? Охренеть. Как я это все унес? Так, ну, на самом деле все не так уж и плохо. 600 тряпочков подрезали. И, конечно же, сыграем в Гвинт. Напомню, ребят, левел Гвинта мы с вами подняли. О, это И моя прям- великая страсть. Хочешь сыграть? Прям мне очень понравилось. Прям посложнее противники стали. Еще Ну, бы. колода уже у дяди Леши уже серьезная. Хотя, ролл никто не отменял. Так, ну что ж, давайте начнем игру, посмотрим, что мне выпадет. Королевство Севера тоже он, кстати, играет. Два чучела, мороз. Ой, мой хороший.
хороший. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, ну, у меня для него на самом деле не особо хорошие новости. Я, наверное, могу рискнуть оставить 2 чучела. Я вот так вот даже сделаю. Вы знаете, вот так вот сделаю. 2 леги, ну ему жопа здесь. Прям вот, ой, мой хороший, ой-ой-ой, как хорошо, что я 2 чучела оставил. Сейчас будем перекидываться очень долго картами с ним. Он будет чучело юзать, я буду чучело юзать. В итоге наберем дохерища карт. И будем все счастливы, как в Доме 2, и умрем все в один день. Да. Так, запускаем шпионов. Плюс легендарки, плюс какой-то шлак. Если честно, ничего хорошего. Все, пошло чучело у него. Пошло чучело первое у меня. Я не знаю даже, если честно, хорошо бы вот этих вот стак пятерочку набрать. И, наверное, во-во-во-во-во, вот то, про что я и говорил. Начинается вот этот вот перекид картами. Но это будет очень интересная, на самом деле, раздача, потому что это очень интересно. Опять чучело. Сейчас я буду также чучело юзать. Короче, это прям бесконечная какая-то хрень. По 2 чучела, кстати, у нас у каждого. И получается, у меня 13 карт, а у него... Подождите, а у кого же будет последнее слово-то? Наверное, за ним. Угу. Блин, не пришли мне, к сожалению, вот эти карты. Противник спасовал. У него 20, да, если я не ошибаюсь. У меня 5, у него 20. Не ударить ли морозцем здесь на самом-то деле? Не шибануть ли морозцем? Уж больно мне не хочется вот эти 2 карты, ребятки, тратить. Прям вот. Хорошо, а если... А если 5 и 6 это 11? Нет, не то. Так, этим мы вернем себе этого типочка. Ну что ж, хорошо. Ладно, давайте сделаем вот так. Я очень надеюсь, вот эти карты я специально не скидываю, очень надеюсь, что придет добла к нам в руки, наши загребущие. Так, 15, и давайте, наверное, шестерочку выгуляем какую-нибудь, любую абсолютно шестерочку. Я думаю, что какого-нибудь лучника. Вот так вот. И тем самым заберем. Заберем, ребятки. Слушайте, прям напряженочка идет. Карты не ролятся, которые мне нужны. Ну, сейчас будет водородная бомба. Нет. Сразу вспомнил Бурунова. Сейчас будет такой лютый заряд, просто бешеный заряд. Я не знаю, чем он его будет разбивать, но карты я сейчас с него вытащу просто нереальное количество. Давай, родной. Сейчас просто все катапульты в ход пойдут, вообще все. Ага, давай. Он пехами решил упороться. Давай, мой хороший, упарывайся. Сейчас с морозцем я тебя разочек шибану. Еще пех. Казнь. О как! О как! Смело. Да, в принципе, вообще похуй. Продолжаем. Я его задавлю здесь. Я его здесь задавлю. Если у него, конечно, вот этих вот ребят нет очень много, я его здесь добью сейчас. Наверное. Я пока ничего серьезного не вижу. Так, предлагаю сразу. Давайте прямо его здесь додавим. До талого вообще. Просто его уничтожим, изничтожим. Ага. Портной-то у нас, я смотрю, не пальчиком деланный. Портной-то вообще непростой. Колода-то у портного мамы не горюй. Уничтожает сильный отряд. Кстати, у него и король очень этот... Предводитель очень крутой. Ну ладно, хер с ним. Давай. Давай популимся. Угу. Угу. А я вот так вот сделаю. И вызову я сейчас знаю кого из колоды.
А ну-ка, дружище, сыграй-ка ты мне службу, мой хороший. Опа! Идеально просто, господи. Просто идеально. А теперь мы просто делаем вот так. Это первый. Если у него даже есть солнце, то мы его еще раз полирнем. Просто еще разочек. Прожестим. Угу. Угу. Так, у него остается 3, да, карты? Как бы мне тебя так красиво поиметь? А я вот так вот сделаю. Вот если он сейчас сюда дудку кинет, будет очень печально. Ага, 2 карты остается. Как же мне сделать-то, мать твою? Идти или не идти all-in? А я вот так вот сделаю. Не буду я рисковать. Пусть еще чешет. Угу. Молодец, остался-то друг с 0 карт. Забайчено, друзья мои. За нашу новую карту и за минус очко портного. А, достал. Молодец. На единичку парень достал. Достойно. Так. Очко портного улетело. Что интересно он мне за карту даст? Может, легендарку. Поздравляю с выигрышем. Так. Что ж ты мне, дружочек мой, дал? Ну-ка, 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 ну-ка. Яевин. Яевин. Я так понял, это эти, как его, эльфы. Или не эльфы? Не эльфы. Нет. Может быть, это какой-то предводитель. Нет. Ну подождите, Нильфгард. Это 100% какой-то этот. А, нет, Яевин. Обычный лучник, господи. Я-то думал, тут только легендарки будут падать. Я уже, видать, такое количество легендарок с вами налутал, что как бы мне игра такая говорит, а не прихерел ли ты, дружочек? Давай-ка ты пойдешь, извинишься и отдохнешь. Ну что ж, давайте я предлагаю последнего у гремиста карточку заберем. А эта микстура зачем? И пусть парень отдыхает. Да, с этой чародейкой в саду Фрей мы, как говорится, с ней устроили там чики-брики. Но это не ваше дело, как говорится. Оружие ни к чему. У меня там особо есть. Но это не ваше дело. Так. Так, ну что, полетели. Полетели. Еще одного здесь нагнем. Быстренько накажем. Я думаю, мы прям с поселка туда щеманемся. Так, а ну-ка, 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 ну-ка. В принципе, туда и так будет, наверное, стоять стрелочка. Так, а ну-ка, моя хорошая, поскакали-ка. А то что-то мне прилично туда бежать. Давай, когда тебе это мешало, господи, по крышам. О. Погнали, плотва. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь прям гарпий бодряком. Ну, ничего страшного, пробегаем. Так, этот там, как обычно, циклоп тусуется. Да-да-да. Циклоп, как обычно, отдыхает. Слушайте, здесь нигде нельзя срезать. Я же ведь умею срезать. Вот. Что у нас, неполноприводная кобылка, что ли? Правильно? Правильно. Так. Вездеход. О, пошла на заднем, на переднем, родная. Давай, давай, моя хорошая. Что ж мы? Зря с тобой седло, что ли, крутое купили. Не лошадка, это клад целый. Давай, 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 в горочку. Хорошо пойдет. О! На заднем, на переднем. Вот это я понимаю, моя девочка.
Все. Да отдохни, моя хорошая. Так, гримист, здравствуй. Оставь меня, наконец, в покое. Да в смысле, а почему? А чё это? Может, какой-нибудь квест здесь надо сделать на этого гримиста? Падла, а. Друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это он со мной разговаривать-то не особо как-то хочет. Может, он как бы... Собрать книги. Подождите. Расспросить друида. Ну-ка, давайте-ка расспросим. Слушайте, а чё он такой со мной не разговаривает? Подождите. Может быть, просто на него квест надо сделать? Слушайте, если такой мудрёный квест... Тихо. Да. А ну-ка. В чем дело? Расскажи-ка мне, дружочек, о нем. Кто был тот миленький старичок, с которым ты говорил? Это Гремест. Он из нашего круга. Гремист. Выдающийся алхимик и упертый зловредный осел. Что ж, я достаточно провел времени с чародейками, чтобы понять, что большая ученость обычно сопровождается еще большим высокомерием. Но чародейки-то берут учениц, а Гремест нет. Он столько формул знает, рецептов, способов усваивать самые убийственные токсины. Но скорее заберет знания в могилу, чем ими поделится. Ля, гадость. Почему? Подождите, а чё у Почему него? он так упорно не Принцип хочет брать такой? учеников? А мне откуда знать? Потому что он упрямый зловредный осел? Это многое объясняет. Говорить с ним. Да он опять со мной ни хера не будет разговаривать. Да, это я. Я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. Падла. А ты милый. Приятный ты человек. Ничего подобного. Я стал друидом, чтобы не общаться с людьми. Не улыбаться, если не хочется. Не притворяться, что я кому-то сочувствую, если его беды волнуют меня так же, как еловые шишки. Поэтому говорю извините, тебе без зеваю. обиняков. Исчезни с глаз моих. А то как бы твои глаза не исчезли. Сейчас можно докукарекаться там, родной. Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. Ага, значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это здорово. Может, еще спросишь у Дальрика, не поделится ли он с тобой землями Спикерога? Я серьезно. Правда? А я вот посмеялся. Я посвятил алхимии всю жизнь, сынок. Прям задрот Буквально. какой-то. Сидел над Старец Кура, реторками мать его. с утра до ночи. Задыхался от испарений, обжигал кожу кислотой. Так что если ты думаешь, что я просто так отдам тебе знания, которые вырвал у природы за годы трудов, то ты ошибаешься. Я был бы хорошим учеником, на Вот самом таким деле. учеником. Что-то я сомневаюсь. Я уже который раз говорю, чтобы ты от меня отстал, а ты даже этого ухватить не можешь. Ты что за деться такой, а? Я как раз готовлюсь к одному весьма трудному ритуалу, так что помощь бы мне пригодилась. Хоть бы и твоя. Если выполнишь 3 моих поручения, я возьму Нихера тебя себе. в ученики. Ты чё, родной, золотая рыбка, что ли, чтоб я твои эти поручения выполнял, мой хороший? Ты давай там с поручениями там как-нибудь сократи Ну пыл. вот, значит, все-таки можно. Не поручения. умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок курослепа из лесов Морскогина. Во-вторых, раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на Градовой горе. И в-третьих, убеди Фритьефа помочь мне провести этот обряд. Он друид, как и я. Ты найдешь его под Бландера. Да ты охерел. Кажется, он поехал туда по каким-то делам. Ну, так как? Окей. Хорошо, я сделаю все, о чем ты просишь, но скажи, что за ритуал ты собираешься провести? Если хочешь стать моим учеником, отучись задавать вопросы. Я буду решать, что ты узнаешь и когда. А теперь иди. Одна нога здесь, другая там. Пока я не передумал. Твою мать. Вы серьезно?
Хотя тут все почему-то под сракой. Давай стартанем. В принципе, здесь все рядом. Я думал, там бежать надо, я не знаю, до посинения куда-нибудь на другой конец этого Бермудского треугольника. А нет. Всё, в принципе, довольно близко. Оба! Пошла, родная, пошла, хорошо. Так. Мы прям на этом, на коротке прям скотчем. Везде эти сраные гарпии меня прям калят. Благо они не сразу нападают, то есть они долго очень отдупляются. Эй, Геральт идет, друзья мои. Ха-ха. Я тут. Так, я на месте. Так. Опа. Слушайте, если эта деревня, случаем нет ли здесь того, что я больше всего люблю на свете? Опа, продавец. Сюда. Так, а где? Подождите-ка. Ну-ка. Тихо. А ну-ка. Где там всякие вот эти вот всякие таверны? Вот, кстати, телепорт открылся. У меня для тебя есть предложение. Чего? Чё хотел? Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. Джанго! Извините. Чё ты хочешь? И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбард? Ты на них охотишься? Да, порядочные Наемник? гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидят, Некрофилы? люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, Что я за их не быдланы? встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Ну ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может еще свидимся. Ну, спасибо, что предупредил, что ты какая-то... На погибель черна! Скажите, ребятки, куда это вы собрались? Быть может, это твой счастливый... Путник, я ни в чем не Посмотрим. откажу. Я не... О, быстрые переходы. Ты, конечно, давайте. Что тут думать-то? Так, вот эти вот... Епти, у меня тут целый этот... Так, родной, опа. Сюда. А ну-ка. Это правда, Сегодня прям поэтому серия предлагаю Гвинт сыграть получается. партию в Гвинт. Давай, родной, расчехляй. Расчехляй, мой хороший. Я тебя прям севером просто учухощу. Просто вообще. Да куда лезем, родной? Куда? Ты посмотри, картишки-то какие выпали. Это говно, на самом деле, карты выпали, кстати. 2 Мороза, вы серьезно? Кем он, севером играет? Ну, такое. Ну, вот это неплохая связочка. Ну, так. Слабоватенько, если честно. Я вот надеялся, что будет что-то прям вау. Давайте с легендарок сразу зайдем. Сразу 35 очков себе набьем. А дальше посмотрим, как пойдет. О! Неплохой ты, друг трейдер. Not bad. Слушайте, здесь такие уже, да, на таких уровнях картишки-то у всех, мам, не горюй. У всех, смотри, одни легендарки. Шпарят как эти, как, я не знаю, как не в себя. Прям жесткие. Противник спасовал, ну,
Ну, окей. Блин, главное, чтобы мне карта досталась. Вот сейчас будет очень опасно. Сейчас будем надеяться, что он пехами будет пулить. Ой, красиво как залетело. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы у него казни не было. Вот это самое важное. Давай, приманочку закинем. Баллиста. Угу. Казнь. Давай, родной. Ай. Не хотит он кидать казнь. Не хотит. Как же мне сделать-то? Давайте сразу вот так вот сделаем. Надо как-то с него карт побольше вытащить. А как? Угу. Как же мне это сделать? Ну давайте вот так вот еще сделаем. Угу. 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 Как же мне с тебя... Давай... Ладно, хрен с ним. Давайте так сделаем. Я знаю, что я карту назад не вернул. Он сейчас еще одну по-любому карту будет кидать, а здесь пацану. Ай, блядь, четверка. Я думал, что-то пожестче он кинет. Я-то думал, что-то пожестче. Ну, ничего страшного, ладно. И он еще одну карту берет. Ну, ты прикинь, а. Здесь ему повезло, ладно, окей. Катапульта. Допустим. Главное, чтобы казни не было. Будет казнь, это будет все. Это я проиграю. Лютик. Что же у него осталось, блядь? Только не казнь, а. Только не казнь, падла. Нет. Не казнь. И последняя карта. У меня такой ход конем. Казнь, прикинь. Я вообще тогда и не знаю, это будет трэш. А, он просто сдался, что ли? Окей. Рыба рыбой. Бывает. Нет ничего лучше. Деннис Кранмер. Ранее отбивной. Деннис Кранмер. А кто же такой? Ну ладно. До кучи пригодится. Так, здесь все заберем. И, собственно, не зря я сюда пришел. Потому что могло заролиться, в общем-то, все что угодно. Дашь меч Всё. подержать? Да, меч, да, подержать. Могу кое-что другое. Нет, нет, это была плохая шутка. Если бы ты, конечно, милой девушкой был, я бы, конечно, подумал, но нет. Сократим путь. Арабская ночь. Так, родной. Ты Фритьев? Верно. А тебя, ведьмак, как зовут? Как зовут? Приблуда, чужак, мутант. А бывает и по имени Геральт из Ривии. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Какая-то криповая Так что собака же я с могу левой для стороны тебя стоит. сделать, Геральт? Гремест призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Ритуал? Такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы по старой памяти. Но у меня сейчас полно забот. Оглянись. Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Трава на пастбищах Значит, все увядает. печально. Овцы падают от голода. Я должен привести сюда дождь, но боюсь, что... Подожди. А ты мне не поможешь? Я тебе что, Интересно, вызыватель как? дождя, У что ли? меня много способностей, но вот погоду менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у нее силы. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, А, мне пригодится всё, я защитник. понял. Так что скажешь? Да давай. Все, я понял. Если ты потом поедешь к Греместу, тогда да, я помогу.
Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Сейчас я так чувствую, мы тут вызываем родной. Да лучше ничего. Сдается мне что-то мясо Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару коз овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Ну, вот здесь соглы, кстати. Не знаю зачем, но возьму. Гном. Блин, прицеп овечка. Сварм! Ватнахалла! Сейчас туманники будут, прямо я туман вижу. Начинается. Кто? Кто? Сюда. Кто? А, ну я же говорю, девочки. Шо? Вашу мать, вам. Нихера себе! Ёпта, туманники, ты 20 какого-то левела. Так, одного чумасика долбанули. Минус руки, минус ноги. Родной, я, конечно, не подстрекатель, но если бы ты чуть-чуть поторопился, я был бы, ну, в целом так, в общих чертах, в принципе, не против. Ага, охеренно вообще. Меч у меня, я смотрю, прям вовремя ломается. Всегда. Обожаю, мать его, когда у меня... Родной, вызывай давай, дожди свои, я не знаю. Много их. Слышь? Слышь, родной? А чё, как мне с тремя справиться? Ты конишь. Я тебе чё, ёпта? Это что такое было? Родной, я тебя очень прошу, сделай что-нибудь. Кого? Адун Сойдас. Минус. Пал, дурачок. Слышь? Дядь, я вообще не подстрекатель ни на секунду. Но очень бы хотелось... Ух, нихера ты тут накликал. Гроза, мать ее. Такая славная гроза у меня давно не получалась. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Я что-то гад. отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Ну, Да, кстати. к сожалению. Они всегда такими выходят. А может, это и к лучшему. Теперь ты поедешь к Гремисту? А как же? После такой работы я с удовольствием немного... С удовольствием помогу ему в ритуале. До свидания. Что-то он утаивает. Что за ритуал? Что-то меня как-то... Что за ритуал? Кстати, мутагены. С них очень крутые мутагены упали. Так, ну-ка, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, немножечко зачинимся. Слушайте, у меня столько наборов, оказывается, лежит. Без дела. Прикольно. Так, что-то мне здесь еще мне подсказывает, да, то, что нам нужно что-то собрать. Найдите в лесу цветок какой-то. На курню. Ну, все, и погнали за этим цветком. Давайте прям сядем, пару часов отдохнем. Сейчас, может, дождь этот прекратится, а то он здесь... О-о-о! Я так чувствую, он здесь навызывал вообще конкретно. Ну, ничего страшного, мы, как говорится, и в дождь сейчас с вами разрулим. Опа! Вы, кстати, ребят, хоть раз на лошади вживую катались? Я катался в этом году. Я
Исполнил свою мечту, на лошадку сел. Страшно, что обосраться можно. Что это такое? Это... Что это за... Да будет благословленная великая мать Фрея. Говорили, что дороги стали опасны, что дьяволы морские... Та-та-та-та, в жертву Ярочку, амулет с коленных периода. Ага. Где-то рядом, я так думаю, в воде. Ну, конечно же. В принципе, ничего нового. Я думаю, мы с этими даже связываться не будем. Сейчас просто в водичку с вами щеманемся и, как обычно, с глубин достанем ништяки. А вот, собственно, и сундук. Ух, нихера там флоронов. Тут, Михаил Потапыч, надо аккуратнее быть. Так, я прошу прощения, что-то здесь похерился у меня квест. Угу. Так. Ну, а почему и нет параллельно, да, так с вами зарулили. Там очень много было флоронов. Прям вот реально очень много. Что тут, я не пойму, волки? Нет, что их там больно много. Я не вижу с ними, ребят, смысла рамситься особо. Так, я так понимаю, вот здесь сейчас... На листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. Родной, давай без вот этого вот. Без вот этих вот. Как он называется-то? Найдите цветок. Как найти-то? А. Твою мать, тут... Очередной искатель Курослепа. Очередной? Нет числа тем молодым друидам, которых Гремист послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. И никогда не говорят, что с ними произошло. Высушенными? Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих испытаний, а он в ответ только смеется. Но все, шутки кончились. Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Я пришел сюда, чтобы найти его. Даже Что интересно ты знаешь предыстория. про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево, каждый куст. Ну, вообще, да. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укрощать мы умеем, но вот чудовищ уже нет. А у одного из них, тут говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Леший? Я уже говорил. Ну То, его что там нахер. были, никогда не говорят, с чем встретились. Погнали, чё? Ты ищешь друида, я цветок. Нам по пути. Если хочешь, идем дальше вместе. Почему бы нет? Помощь умелого следопыта мне не помешает. Иди вперед. С цветка оборваны все лепестки. Знаешь, родной, что-то как-то крипово. Следы копыт, но конечности только две. Чего? Черт! Нет, только моя плотва так умеет. Слышь, ты там говорил, ты со зверьми там дружите вы. Что-то я... Да ну нахрен. Слышь, родной, ты очень плохой друид. Очень плохой друид. Очень-очень-очень плохой. Плохой друид. Плохой друид. Плохой друид. Не дружишь ты с волками, не дружишь. Наврал. Враки-каки. Ты давай мне здесь без вот этого. Блин, волков жалко, ну а что делать? А чё ж ты их не... Чё ж ты их не приручаешь, я не знаю, там...
Здесь тоже росли цветы, но их сорвали. Все до единого. Как можно копыта на задних ногах? Это что за херня? Ты, мать твою, кто такой? Так, а ну-ка, погоди-ка. Вот это что такое? Нихера себе! Это что за... Ты, мать твою, кто такой? Слава богу, я его заморозил, он хоть помедленнее будет. Это что за... Жук такой, навозник. Охренеть, это как рейд-босс, слышь? Он мне, знаешь, кого напоминает? Босса из этого, из какого-то фильма. Где они там на какой-то планете жуков били. Панцирный головоглаз. Охренеть. Какой-то Красти Краб получается. Как в принципе может быть два копыта? Я не пойму, это этот, что ли? Как они... Как эти на двух копытах, которые ходят? Черти эти, как его? Ай, как их называют? Забываю постоянно. Так, вот Здесь вот тоже росли цветы, но их сорвали. Угу. Все до единого. Так. Что-то я так чувствую, мы сейчас придем. Следы ног, некоторые свежие, другие едва видны. И все ведут в одну сторону. F5. От греха подальше. А то сейчас... Нет, нет, перестань, умоляю. Чё? Перестань, мне щекотно. Вот я тебя сейчас пощекочу, ах ты коза противная. Оставь его, проклятый суккуб! Рамунд, отойди от нее! Успокойтесь, со мной всё в Отойди порядке. от нее, Рамон. Я здесь сам. Ты не знаешь, что говоришь. Она тебя очаровала. Ерунда. Мне не нужно Мой очаровывать выход. этих ребят, чтобы они ко мне приходили. Я накладываю чары, чтобы они отсюда ушли. Только Рамунд был настолько мил, что я позволила ему остаться. Я не верю в твою ложь. И не дам себя обмануть твоими мерзкими прелестями. Лайкосик не забудьте Я убью поставить, тебя прямо господа здесь. мужчины, ну и девушки, как бы. Тихо, 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 тихо. Тормози, убьет он ее. Ребятушки, только для вас я исправляюсь. И, пожалуйста. Я не вижу повода ее убивать. Она монстр, верно? Но разумный и совершенно безопасный. Не Вот бывает безопасных чудовищ. Так, же, как ну-ка, не тихо бывает там. сухой воды или холодного огня. Конечно. Но если ты не хочешь мне помочь, я сам ею займусь. Слышь, старый. Не советую. Я сюда еще вернусь. С тем, кто носит меч не для украшения. Зачем Вернешься. ты меня спас? Если ждешь, что из благодарности я пойду с тобой в постель, тебя ждет разочарование. Я не делаю этого с ведьмаками. Че это? Тебе Рожей не нравятся вышел, мужики чи в нет? шрамах? Мне не нравится, если от мужика смердит кровью. А от вас я всегда чувствую ее запах. Кровь бесов, чертей, моих братьев. Случается, правда. Ну, сорян. Но в отличие от тебя, у бесов и чертей, Нет полных грудей и прекрасного лица? Знаю. Поэтому их так просто убивать. все немного сложнее. Давай не будем об этом. Нет, значит нет, я понял. Затерпел. Затерпел наш ведьмак. Ну ладно. Ты можешь отблагодарить меня иначе. Я ищу цветок кураслепа, а ты знаешь этот лес как свои 5 пальцев. Может, подскажешь, где его искать? Я тебя даже отведу. А ты, Рамунд, продолжай собирать фиалки. Только цвета индиго. Индиго? Это значит голубые? Это значит, это дебил. Нет, индиго — это значит индиго. Эх, мужчины.
кто такие суккубы, надо почитать. Это типа... у нее типа копыта сзади. Зачем тебе все эти цветы? А, и хвостик, смотри Всё-то какой. тебе надо знать. Сейчас увидишь. Ля какая. Знаете, суккубы, они мне чем-то... Это же из той же темы, да, которые обольстительницы, это типа сирен. Ну, я имею в виду такая же тема, которые песни поют, потом сжирают к чертовой матери путников. Слышь, мать, ты меня, смотри, не заведи в это. Ты смотри, матушка, у меня серебряный меч как часы работает. Рога сразу в карман положу. Даже не дури. Слышь, что говорю? Куда это ты меня ведешь-то? Козленочек мой. Красиво, правда? Колокольчики, фиалки, калужницы, курослепы. Что-то на Надо какой-то, будет нарвать еще и дельвисов. если честно, на какое-то место битвы похоже и на место подставы. Возьми один цветок, но не больше. Мне пришлось потрудиться, чтобы эта пещера хоть как-то выглядела. Че ты один-то? Ну, это мне надо. Не, ну спасибо. Не хочет со мной разговаривать. Ля пакость. Ля какая. Как же... Господи, как же их звали этих, которые с козлиными лапами и... Прикинь, забыл. Забыл. Они, правда, без рогов, с рожками, с такими прямыми были в мифологии. С башки вылетело, и это уже все, это уже все, да. Все. Не, ну я не знаю, я считаю, что я правильно суккубу не стал убивать. Я надеюсь, вы, скажем, мой мужской поступок поддержите. Не, ну а за что ее? Надо почитать. Ну-ка, подождите. Просто ради интереса. Где этот мой бестиарий? Чё мы тупим-то? Так, бестиарий. Опа, сюда идем. Так, это у нас какие-нибудь черти. Это не призраки, нет. Химут, это вообще опасные ребята. Джин. К кому ж ты относишься? Во, бесы. Во. Это вот сюда вот где-то. Домовой. Нет, посмотри. Слушайте, а суккуба-то и нет. Очень бы хотелось почитать описание. Накеры, херакеры. Кий-хий. Бий. Ну типа если б я ее... вот, стоп, суккуб. В глаза долблюсь. В отличие от простых чудовищ, суккубы и родственные им менады руководствуются не жаждой убийства. Они не жаждут нашего мяса и крови, а часто даже не хотят причинить нам зла. Ими движет одно – безграничная похоть, которую они безуспешно пытаются утолить, используя для этого самцов иных видов. Чаще всего людей и эльфов, которые, надо заметить, редко когда им сопротивляются. Да? Это не значит, что суккубы и менады не представляют никакой опасности. Их постоянные любезности и ласки, хотя сперва и кажутся приятными, многие в итоге довели до с ума... ну они, короче, мужиков это с ума сводят. Господи, ну это же наши женщины. Господи, и обычные женщины, ну немножко подумаешь, с ума мужиков сводят. Ну что, ну бывает. Так, давайте ускоримся, ребятки. Серия у нас уже на целых 50 минут растянулась. Давайте-ка мы найдем заброшенную винокурню с вами как можно скорее и вернемся. А то серия довольно долгая получается. Но, как говорится... Слушайте, ну, я считаю, я правильно ее не убил. Почитали описание. Они просто с ума сводят мужиков. Что за, мать его, винокурня в горах? Ага, я понял. Все, базару ноль. Базару ноль. Кстати, сюда порт открыт. Не буду с ними завязываться, смысла даже не вижу. Слышь, брат, ты
Циклоп. Не надо. Ты чё, родной? Я тебе сейчас глаз твой знаешь куда притяну? Хочешь скажу? Могу показать. Еб, ты чё такой... Ты чё такой дерзкий? Ты, главное, бьет как больно, падла. Что это? Пуска, не надо! Нет, нет. Ты хорош дурить, ты чё, родной? Все, сейчас я быкану, реально. Обидненько, да? Ляпахайся. Да не надо! Чё? Да не надо, хорош, ты чё, родной? Нормально же общались. Все, тормози. А, пал, дурачок. Я С тебе... циклопом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. 5 пустых бутылок. Кого? Слушай, что-то здесь вообще жесть какая-то была. Просто здесь всех порешали. Я не знаю, я соберу все подряд. Что это такое? Что это такое? Почему скалы подсвечены? Так, ну там, ладно, хрен с ним. Подожди, а к чему здесь подойти надо? Ай, ну конечно. Так, что-то здесь как-то надо запустить. Дергай за все подряд. Я хер знает, за что я дернул. Не работает. Угу. Так, тихо. Огонь надо зажечь. Непонятно. Так. Может, сейчас? Тут огонь явно зажегся. Что-то я делаю неправильно. Может, подождите, здесь очень большая конструкция. Может, что-то где-то сверху. Погодите, здесь что такое? О. Вот и рецепты. Пергамент поблек, но текст читается. Письмо Винокура. Даю тебе последний шанс. Или ты сделаешь все как следует, или конец твоему обучению, возвращайся домой. Дальше инструкция. Положи затор в испаритель. Разведи огонь. Охлади конденсатор. Сперва рычаг справа, потом рычаг слева. Положи затор в испаритель. Кого? Так, погоди. Нифига себе здесь. Затор в испарителе. Дерн рычаг слева. Потом. Сейчас я найду. Сейчас. Ага. Опа. Солод. Здесь осталось немного солода. Наверное, солод. Он имел в виду, а не затор какой-то. Так. Сюда, наверное, кладут солод. Добавить солод. Добавил. Так. Ну, огонь, Готово. я думаю, что засчитается. Теперь нужно прокипятить солод. Наверное, хватит, пора охлаждать. Сначала правой. Да ты... Раз. Потом левой. Вот так. Оказывается, я неплохой винокур. Да ладно. Что, получилось, что ли? Да ты... Ябёна мать! Дайте мне из бочки взять. Опа, спиртик. Хорош! Я у мамы
Винокур. Так, друзья мои, мы с вами используем вот эту тему для быстрого перехода. И вернемся и сдадим уже наконец-то задание С. Давайте вот отсюда в этот раз стартанем, чтобы гору не об это обходить. Лошадка, ты что так далеко, родная? Устала, что ли? Да ладно, не борчи, бам-бам-бам-бам. Вдали он дрожит. Это нечто силы. Не понял. Да ладно. Увеличим Ирден. Да, кстати, что у нас... Подождите, стоп. Что у нас по умениям? Давайте прокачаем. Почему бы не прокачать-то его? Давай улучшим вообще его по фулу, правильно? Правильно. А чё? Давай вот в это тоже зарядим как следует. Так, левел нужен. Чего? Халявная ячейка. Это мне такое надо. Я не знаю, что вложить, ребят. Здесь, в общем-то, все, оно полезно. Ну, давайте плюс 500 хп, почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, ну что, поскакали. Сейчас будет момент истины. Интересно, похвалит меня этот старик? Или скажет, что я додик? Интересно даже стало, на самом деле. Вообще-то интересно. Твою мать, вот эти вот тараканы-воины, их очень много. Вы знаете, мы когда с вами нажали кнопочку, вы мне сказали: Леха, нажми кнопочку, чтобы все персы были, извините, все мобы были равны с тобой левелом. И каждая битва может стать реально последней, потому что, ну, по факту, они толпой могут налететь, так же, как даже обычные волки. И, в общем-то, порвать просто на тряпки. Так. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнем? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. У меня такое ощущение, что они просто побухать собрались. Ты скажешь, наконец, в чем дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это проблема крайне жгучая. Ну а теперь кыш во двор. Стопудово бухнуть собрались. 100%. Окей, подождать до завтра. Ждем. Давайте я, наверное, даже, знаете, как сделаю? Вот так вот сделаю. Прям вот без проблем. Чтоб уж прям наверняка. Так, подождал. Ну. Да, нереально. Давай еще. Ну и товар. Самый лучший из Марскогена. А спиртик с Градовой горы. Суки. Наконец-то мы немножко погудели, Фритьев. Суки. Наконец, хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается? Геральт, смысле? говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Да пошел ты нахер. Друга-сруга. Парень не так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Вот Ну, тут соглы. хорошо. Геральт, налей себе. И начнем обучение. Что за жесть? Может, ты сперва протрезвеешь? Если я протрезвею, у меня случится похмелье. И нам с тобой будет очень трудно начинать сначала. Садись. Давай. Начнем с Это усвоения пьяный мастер, помните? токсинов. Тут, понимаешь, практика лучший учитель. Ага. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше ты освоишь мои секретные методы. Смотри, берешь эликсир и буль.
А говорят, старость не старость. Подожди, Гремист. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? Я не забыл про карты. Во-первых, что у тебя есть на что-нибудь продажу? Есть, А вдруг? но я беру дорого. А вдруг что-нибудь крутое есть? Ух, ни хера себе. Ёпта. Отличный гром. Вообще давай все у него заберем. По 50 монет, это же какой дорого. Все в дом, все в семью родной. Плюс 5 силы атаки, я смогу камни крафтить. Вы знаете что? Раз вот это я возьму. Пробитием доспеха не пользуюсь, мощь знаков. Ну так, ну можно взять. Ладно, ладно, ладно. Шанс вызвать заморозку 100% беру. Кровотечение беру. Горение беру. Равновесие беру, контроль. Все. У меня есть все топовые. Ох, дядя. Как ты мне вовремя попался. Как же хорошо, что мы с вами, мать его, сделали этот квест. Это очень круто. Это очень круто. До свидания. Я бы сказал прощай. Друзья мои, я считаю, на этом стоит остановить. Уже целый час мы с вами сделали эту прекрасную с вами прям вот серию. За Суккуба надо поставить лайк. Как всегда, ребят, кому не сложно, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Залетайте почаще, буду рад вас видеть. С вами, как всегда, был я, Леха, мой ник Антару Адуна. Вы находились на самом лучшем канале Hardplay. Не забывайте подписываться на мой инстаграм hard.inst. Удачи, братва. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.